Приветствую вас, мои дорогие подписчики и просто зрители канала Профон. Что-то мы давно не виделись с вами. Я обещаю справиться и выпускать больше интересного и, самое главное, полезного контента. А вы, в свою очередь, поддержите данный ролик лайком и подпишитесь на канал, если этого еще не сделали. Вы знаете, у меня к вам вопрос. Как владельцам яблочной техники, вы знаете, что такое авторазблокировка, камера Continuity, Handoff, Instant Hotspot, режим модема, iPhone сотовые вызовы, сообщение SMS, MMS, зарисовка Continuity, разметка Continuity, Sidecar, AirDrop, универсальный буфер обмена. Нет, это совсем не то, что вы подумали. Уверен, что часть названий вам, конечно, знакома. Взять хотя бы iPhone, SMS и MMS. Речь пойдет сегодня именно об этом. Так вот, это все фишки экосистемы Apple, с помощью которых ваши устройства, такие как iPhone, iPad, Apple Watch и Mac, взаимодействуют между собой. Это очень удобно и в работе, и в повседневной жизни. Здесь главное не запутаться и знать, какая функция для чего нужна. И сегодня я подробно разберу функции непрерывности. Именно так их называет сама Apple. Также вы увидите, как подписывать документы, не распечатывая их на принтере, прямо с экрана вашего Mac или iPhone. Также увидите, как использовать iPad в качестве второго монитора на Mac. И многое другое. Так что давайте начнем. Данная функция, первая, позволяет разблокировать компьютер Mac с помощью часов Apple Watch. Второе, подтверждать запросы на ввод пароля вашего Mac. Давайте посмотрим, как это происходит на практике. Мой Mac находится в спящем режиме. Открываю крышку, выводя его из спящего режима. На руке находится Apple Watch. И в этом случае вход в систему происходит автоматически, без ввода пароля, а на часах появляется уведомление со звуком. Бывает ситуация, когда система macOS запрашивает пароль, но если Apple Watch на руке, пароль можно не вводить. Достаточно подтвердить действие путем быстрого нажатия на часах боковой кнопки 2 раза. Как же настроить функцию авторазблокировки, чтобы все работало чики-пики? На Mac должен быть включен Wi-Fi и Bluetooth. На Mac и Apple Watch войти в iCloud, используя один и тот же Apple ID с включенной двухфакторной аутентификацией. На часах должен использоваться код-пароль. И последнее, на компьютерах Mac в системных настройках безопасность и конфиденциальность должна стоять галочка «Разрешить Apple Watch разблокировать Mac». Теперь о грустном. К сожалению, функция авторазблокировка работает не со всеми Mac. Полный перечень совместимости сейчас на экране. Это все Apple Watch и большинство компьютеров Mac, выпущенных с 2013 года. Также можно еще проверить совместимость вашего Mac самостоятельно. Для этого зажимаете клавишу Option. Выбираете яблоко. Далее информация о системе. И тут выбираете вкладку Wi-Fi. В строке авторазблокировка будет написано, поддерживается ли у вас данная функция. Мне повезло, у меня все поддерживается. Использование камеры Continuity на Mac дает возможность делать фотоснимки и сканировать документы на iPhone, iPad или iPod Touch. И они сразу появятся на вашем Mac, если он находится рядом. Данная функция работает в следующих приложениях: Finder, Keynote, почта, сообщения, заметки, Number, Pages, Text Edit. Но прежде чем мы посмотрим, как она работает на практике, давайте проверим, чтобы на Mac и iOS устройствах был включен Wi-Fi и Bluetooth, а также выполнен вход в iCloud. Ну а теперь перейдем от теории к практике. Для этого на вашем Mac открываем контекстное меню. В нем видим импорт из iPhone или iPad. Снять фото. Делаем фотоснимок. Видите, он уже появляется на Mac. А теперь давайте отсканируем документ. Возьмем документ и возьмем iPad и просканируем. Хоба! И он уже у нас опять на Mac. Вот так это работает. И уже традиционно системные требования, с которыми совместима данная функция у вас на экране. С помощью Handoff можно начать работу на одном устройстве, а продолжить уже на другом. Главное, чтобы они находились поблизости. Вот, смотрите, я на Mac открыл Safari.
И на iPad появилась иконка. Нажав на нее, я продолжаю только уже на iPad просматривать сайт, который буквально несколько секунд назад открыл на Mac. Теперь уже на iPad создаю заметку, печатаю текст. А на iPhone продолжаю. Потом на Mac. И так до бесконечности. Функция Handoff поддерживает кучу программ: почта, Safari, календарь и другие, в том числе и от сторонних разработчиков. Чтобы Handoff работала, на Mac, iPhone, iPad, iPod Touch или Apple Watch ее нужно настроить. На каждом устройстве, подчеркиваю, абсолютно на каждом устройстве, сделать следующее. Войти в iCloud с одним и тем же Apple ID, включить Wi-Fi и Bluetooth, включить функцию Handoff в настройках каждого устройства. И еще не помешает ознакомиться со списком, который сейчас вы видите на экране. Бывают ситуации, когда нужно раздать интернет. То есть использовать ваш iPhone или iPad с версией Wi-Fi целлюля как точку доступа. И функция режим модема дает вам такую возможность. Причем раздать интернет можно тремя способами, используя Wi-Fi, через Bluetooth и по USB кабелю. Внимание! Прежде чем использовать функцию режим модема, убедитесь, что ваш сотовый оператор поддерживает данную функцию, а также уточните стоимость данной услуги, дабы избежать непредвиденных расходов. Итак, заходим в настройки устройства, с которого вы хотите раздать интернет. Здесь выбираем режим модема, придумываем пароль, который нужно будет ввести на другом устройстве, и включаем щеколду. После этого на другом устройстве, где вы хотите подключить интернет, заходим в настройки, выбираем Wi-Fi, в списке сетей выбираем название вашего раздающего iPhone или iPad, вводим придуманный ранее пароль, и все готово. Теперь, что же такое Instant Hotspot? Это возможность использовать режим модема без ввода пароля. Но для этого нужно на каждом устройстве войти в iCloud и использовать одинаковый Apple ID, включить Wi-Fi и Bluetooth. В случае успешного подключения в строке статуса появится вот такой значок. Полный перечень устройств и операционных систем, поддерживающих Instant Hotspot, сейчас на экране. Благодаря данной функции вы можете принимать входящие. Привет, я все никак не могу к этой новой прошивке привыкнуть, это какой-то вообще трэш. Я не понимаю ее. Привет, да ладно тебе, привыкнешь. Многим моим подписчикам нравится. А если будут вопросы, ну ты знаешь, что делать. Давай я тебе попозже перезвоню, а то я ролик на YouTube записываю. И осуществлять исходящие звонки. Точное время 3 часа 5 минут 30 секунд. С использованием сотовых вызовов на устройствах Mac, iPad, когда эти устройства подключены к той же сети, что iPhone. Чтобы все работало, настройте на каждом устройстве. Вход в iCloud, используя одинаковый Apple ID. Вход в FaceTime, используя одинаковый Apple ID. Подключение Wi-Fi к одной сети. На iPhone зайдите в настройки. Потом телефон, вызовы на другие устройства, затем включите «Разрешить вызовы». На iPad или iPod Touch зайдите в настройки FaceTime, затем включите вызовы с iPhone. На компьютере Mac откройте программу FaceTime, выберите настройки, затем выбирайте вызовы с iPhone. И не забудьте проверить совместимость вашей модели из списка. Теперь ваша SMS переписка хранится в iCloud и синхронизируется на всех устройствах. Вы можете отправлять, принимать и даже удалять SMS, причем на любом устройстве, которое вам удобнее. Устройств может быть сколько угодно, а всем нам знакомое приложение сообщений стало одно на все ваши устройства. Чтобы все работало на всех устройствах, войдите в iCloud с одинаковыми Apple ID. Уже в настройках iCloud включите тумблер напротив приложения сообщения. А теперь перейдите к настройке переадресации сообщений. На iPhone, iPad, iPod Touch зайдите в настройки сообщения и включите тумблер iMessage. Теперь на iPhone появится пункт переадресация, и вам останется только выбрать устройство, которое может переадресовывать сообщения на ваш iPhone. Теперь все будет работать, главное, чтобы iPhone был включен и на нем был интернет. Скопировать, вставить, скопировать, вставить.
Скопировать. Вставить. Данная функция позволяет скопировать текст, изображение или фотографии на одном устройстве, а затем вставить это скопированное на другое устройство. По сути, у вас становится единый буфер обмена. Данная фишка работает на Mac, iPhone, iPad или iPod Touch, когда они находятся близко друг к другу и отвечают системным требованиям, которые вы видите у себя на экране. Также на каждом устройстве должны быть выполнены вход в iCloud, используя один и тот же Apple ID, включен Bluetooth, Wi-Fi и функция Handoff. Ваш Mac, iPad, iPhone находятся рядом. На них включен Wi-Fi, Bluetooth и выполнен вход в iCloud с использованием одного и того же Apple ID. А на ваших девайсах стоит как минимум macOS Catalina, iPadOS или iOS 13. Отлично, давайте рисовать с помощью функции зарисовка Continuity. Для этого, открывая на Mac, я выбрал презентацию, но также зарисовку можно использовать и на многих других программах. Здесь вызываю контекстное меню с помощью трекл-пада или правой кнопки мыши и выбираю «Импортировать с iPhone», «Добавить зарисовку». После этого на iPhone, который лежит рядом с MacBook, загорается экран, где я нарисую курьезную полость для зубика прямо пальцем. После нажатия «Готово» на iPhone моя зарисовка тут же появляется в презентации на Mac. Мне остается только ее разместить красиво. Точно так же, только теперь на iPad зарисую зубную щетку. В отличие от пальца на iPhone, с Apple Pencil это куда приятнее и удобнее. Но я не художник, так что не судите строго. В зарисовке можно менять цвета, инструменты, кисть, фломастер и так далее. Все готово, зубная щетка на MacBook. Осталось ее только правильно отмасштабировать и разместить, чтобы посмотрелось вроде приличнее. Ну вот так, думаю, сойдет. А теперь давайте заполнять и подписывать документы, которые я в начале видео отсканировал, и в этом нам поможет функция разметка Continuity. Уверен, у каждого хоть раз в жизни было такое. Тетенька или дяденька звонит и говорит: Привет, я отправила документ на почту, его срочно нужно распечатать и подписать, а потом отсканировать или сфотографировать Впрочем, сути это не меняет. и отправить обратно. Вот еще, зачем? Когда есть разметка, открываю PDF-файл с помощью предпросмотра. Вверху нажимаю на значок разметки, потом нажимаю на значок прямоугольник с ручкой. И тут выбираю iPad. iPhone тоже можно использовать для этих целей, но я предпочитаю Apple Pencil и iPad. После чего, чуть-чуть задумавшись, на iPad, который лежит рядом с MacBook, загорается экран, и в нем отображается наша анкета. Заполняем, причем одновременно на Mac изменения также видны, правда с секундной задержкой. В разметке также можно подбирать любой цвет, тип написания, карандаш, ручка и так далее. Подписываю, готово. Еще поставлю дату, заштрихую пустые строчки, тут, к примеру, напишу Петров Петр Петрович. Посмотрите, что получилось, а если что-то заполнено неправильно, всегда можно отменить изменения. И напоследок, полные характеристики, с какими устройствами работает зарисовка Continuity и разметка Continuity. Прощайте все программы, повторяющие подобный функционал, они просто стали бесполезны. Покойтесь с миром. Благодаря данной функции вы можете расширить или дублировать экран компьютера Mac. Короче говоря, использовать iPad в качестве второго монитора. Для этого подключите ваш iPad беспроводным способом. Лично у меня мой старенький iPad Pro 2017 года лагает, но на новых моделях iPad все работает как часы. Или с помощью USB кабеля. При таком варианте подключения станет стабильнее. Плюс ваш iPad еще и заряжаться будет. Нажмите на значок AirPlay в строке меню на Mac или воспользуйтесь настройками Sidecar. И все готово. Теперь iPad становится продолжением экрана Mac. На него можно перемещать окна, а также использовать его как обычный дисплей. А теперь давайте покажу, как это работает. Сейчас мой iPad находится в режиме дублирования экрана. Он повторяет все, что я делаю на Mac. Открываю Finder, Safari. Все просто летает. Ну а теперь я перевел iPad в режим отдельного монитора. Хочу подписать фотографию, и нет ничего проще. Одним движением перемещаю фото на отдельный рабочий стол iPad. Выбираю в приложении фото разметку. С
помощью жеста увеличиваю изображение и с помощью Apple Pencil подписываю. Это мы на концерте в Крокус-Сити. Так и напишем «Мы на концерте», а потом возвращаю на Mac. Также в режиме Sidecar на iPad можно использовать Apple Pencil в качестве курсора вместо мыши, нажать, выбрать, рисовать, редактировать и так далее. Клавиатуру Mac, а также использовать сторонние аксессуары, подключенные к компьютеру. Мышь, трекпад, а также Smart Keyboard, Magic Keyboard для iPad. Единственное, что огорчает, так это достаточно жесткие системные требования для работы Sidecar. Далеко не все устройства из прошлого поддерживают данную функцию. А какие конкретно, вы видите сейчас на экране. Данная функция позволяет осуществлять беспроводную отправку документов, фотографий, видеозаписей, веб-сайтов, геопозиций и других данных между устройствами, находящимися поблизости. iPhone, iPad, iPod Touch и компьютеры Mac. Для этого нажмите на значок «Поделиться», выберите AirDrop и выберите получателя в списке AirDrop. Готово! А если что-то пошло не так, убедитесь, соответствует ли ваше устройство следующим требованиям из списка на экране. Уверяю вас, попробовав эти все фишки на ваших устройствах Apple, использовать технику других производителей вам не захочется. И, конечно, Apple такая же коммерческая компания, как и Samsung, Huawei, Xiaomi и другие. Естественно, они подсаживают нас на свои эти фишки, экосистемы. Естественно, это бизнес, и они зарабатывают деньги. Хорошо ли это? Или плохо? Я думаю, скорее хорошо. Ведь благодаря этой конкуренции и борьбы за нас с вами, как потребителей, разрабатываются и создаются новые технологии, которые в конечном счете улучшают нашу с вами жизнь. Напишите в комментариях, что вы думаете по поводу этой темы. Я с удовольствием почитаю ваше мнение. Так что до скорого. Я пошел.